Это будет краткий пересказ фильма «Бенедетта». Пожалуйста, поставь лайк и подпишись на мой канал. Погнали! В итальянском городе Пеша 17 века юная Бенедетта Карлини поступает в монастырь теотинцев, которым руководит настоятельница Феличита, чтобы стать монахиней. 18 лет спустя, играя Деву Марию в спектакле, Бенедетта переживает видение Иисуса, призывающего ее. Примерно в это же время молодая крестьянка по имени Бартоломея ищет убежище в монастыре от своего жестокого отца. Бенедетте поручают наблюдать за тем, как Бартоломея вливается в жизнь монастыря. В эту же ночь Бартоломея неожиданно целует саму Бенедетту. После у Бенедетты начинается повторяться видение Иисуса. После особенно тяжелого видения, в котором мужчина, которого она принимает за Иисуса, спасает ее от группового надругательства, Бенедетта впадает в глубокую болезнь. Настоятельница Феличита поручает Бартоломею ухаживать за ней. После Бенедетта снова видит Христа, который просит ее раздеться и коснуться его рук. На следующее утро она просыпается со стигматами на ладонях и ступнях. После начинается расследование. Настоятельница Феличита настроена скептически, поскольку стигматы Бенедетты появились, когда она спала, а не во время молитвы, а на ее лбу нет следов тернового венца. За пределами покоя Феличиты Бенедетта падает в обморок. Затем она начинает говорить гневным мужским голосом, порицая тех, кто сомневается в ней, а на ее лбу появляются кровоточащие раны. Сестра Кристина, дочь Феличиты, подозревает, что раны Бенедетты нанесла себе сама, заметив неподалеку осколок керамики. После спора между Феличитой и местными церковными лидерами о том, как следует относиться к народному интересу и видениям Бенедетты, Бенедетту возводят в сан настоятельницы вместо Феличиты. Бенедетта и Бартоломея переезжают в старый покой Феличиты и начинают любовные отношения. Они также начинают использовать игрушки, вырезанные Бартоломеей из деревянной статуэтки Девы Марии, Бенедетты. На исповеди Кристина лжет священнику, что была свидетельницей того, что Бенедетта нанесла ей раны на лбу. А на следующий день во время трапезы священник заставляет Кристину публично высказать свои обвинения. На допросе священника Феличита опровергает утверждения Кристины, так как Кристина ранее призналась ей, что на самом деле не видела, как Бенедетта наносит себе раны. Бенедетта, очевидно одержимая духом Иисуса, приказывает Кристине наложить на себя порчу. А позже Феличита наблюдает, как Бенедетта и Бартоломея занимаются любовью через глазок в своих покоях. Когда над аббатством пролетает комета, что многие интерпретируют как знак надвигающейся трагедии, Кристина прыгает в воду. А позже, когда чума начинает опустошать сельскую местность, Бенедетте являются видения, что пешую пощадят, и она приказывает закрыть аббатство, чтобы предотвратить заражение. Феличита тайно отправляется во Флоренцию, чтобы сообщить о любовных похождениях Бенедетты местному папскому нунцию. Тем временем сама Бенедетта внезапно умирает по неизвестным причинам. Вскоре после того, как Феличита возвращается в аббатство с нунцием, Бенедетта оживает и говорит, что была на небесах и видела судьбы всех присутствующих. Нунций, как представитель папы, открывает суд по расследованию поведения Бенедетты. На ее допросе Бартоломея отрицает факт их занятия любовью, говоря, что любит Бенедетту, как и других своих сестер. После Бенедетта и Нунций беседуют наедине. Омывая ему ноги, она замечает блоху и делает вывод, что он принес в аббатство чуму. Бартоломея подвергается пыткам со стороны людей Нунция и, наконец, признается в своих любовных похождениях, что приводит Нунция к деревянному фаламентатору, спрятанному в Библии. После он арестовывает Бенедетту, но она снова, заговорив мужским голосом, обрушивается на тех, кто ее преследует, и сообщает, что Нунций скоро заболеет. Нунций узнает, что Феличита больна чумой, и приказывает скрыть ее состояние, и после Бартоломею изгоняют из аббатства. Перед казнью Бенедетта навещает больную Феличиту и что-то шепчет ей на ухо. На городской площади Бенедетта обнаруживает новые стигматы и, говоря мужским голосом, объявляет, что приближается ангел смерти. Феличита, обнаружив свою болезнь, обвиняет Нунция в том, что он принес чуму в Пешию. После возникает хаос, когда толпа зрителей мешает людям Нунция сжечь Бенедетту на костре. Бартоломея развязывает Бенедетту и обнаруживает у ее ног окровавленное горшечное блюдо. В этот момент Нунций убит разъяренной толпой. Бенедетта и Бартоломея бегут из города, а Феличита самосожглась на костре, зажженном для казни Бенедетты. В финале фильма в заброшенной конюшне за городом, проведя ночь с Бартоломеей, Бенедетта настаивает на том, что должна вернуться в монастырь. Бартоломея умоляет ее остаться и пытается заставить ее признаться, что она подделала свои стигматы, но Бенедетта отказывается и все же направляется обратно в Пешию.
А в титрах сообщается, что Бенедетта прожила в аббатстве до самой смерти в возрасте 70 лет, и что чума все-таки пощадила пешую. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите свои мысли в комментарии. Также посмотрите обязательно эти видео, и я желаю вам хорошего дня.